Иногда история прошлого актуальна в наше время как никогда. С тем же успехом когда-то в 90-х годах, после развала СССР, начали говорить про сталинские репрессии. Однако сегодня мы затронем актуальную тему сегодняшнего дня, зачинщики которой уже давно не в живых. Сегодня мы ответим на вопрос, что такое нацизм и фашизм в общих чертах и какие отличия между этими идеологиями. Добро пожаловать на канал «История только факты» и приятного вам просмотра. Во-первых, надо прояснить одну очень важную вещь. Фашизм не являлся идеологией Третьего рейха. Основной его идеологией был национал-социализм. И несмотря на некие общие черты, это все равно две разные идеологии. Давайте проясним схожести этих идеологий. Первое – вождизм. Второе – тоталитаризм. Третье – высокая роль карательных органов. Четвертое – однопартийная система. Пятое – отсутствие плюрализма мнений. Шестое – шовинизм. Итак, перейдем к отличиям. Проще говоря, нацизм – это более радикальная форма, чем фашизм. Для фашистов не характерна цель построения государства на обширных территориях с господством арийской расы, евгеническим учением и сохранением чистоты крови. Отличием можно назвать отношение к государству. Бенито Муссолини выделил основные принципы. Первое – все для государства. Второе – ничего вне государства. Третье – ничего против государства. Нацисты и фашисты относятся по-разному к национальному вопросу. В фашизме понятие раса относится к чувствам, а не к реальности. В нацизме наоборот. Для итальянских фашистов до конца 30-х годов не был характерен антисемитизм. Стоит отметить, что в фашистской партии было немало евреев, как и в руководстве страной. Нацисты ненавидели ромов, ставили славян на самую низкую планку, особенно восточных. У фашистов же было не так. Муссолини не преследовал цыган. Фашисты стремились восстановить некий аналог Римской империи с включением в ее состав части югославских земель. Разница между нацизмом и фашизмом наблюдается и в отношении к религии. Фашизм почитал католицизм, и любые оскорбления Папы Римского были уголовным преступлением. Нацизм же порицал религию и утверждал, что нацистские и христианские идеи несовместимы. Но при этом нацизм опирался на веру в сверхъестественное. Отличия между идеологиями есть даже с точки зрения хронологии. Если мы обратим внимание, то мы увидим, что германский нацизм продлился намного меньше, чем итальянский фашизм. Из сегодняшнего ролика мы узнали отличия между фашизмом и нацизмом, выяснили сходство между этими идеологиями и прояснили основные принципы и идеи двух сторон. Спасибо за просмотр этого видео. Новые ролики совсем скоро. Думаю, ближе к лету я попробую новый формат моих роликов. Увидимся в следующем ролике, мой дорогой зритель.